Всем привет! Меня зовут Галя, и в этом видео хочу показать вам, как сплести вот такой вот букетик ромашек. Как-то меня просила давно уже моя подписчица сплести ромашки, но все у меня как-то руки не доходили, потому что идей очень много, времени катастрофически не хватает. И вот все же я до них добралась, и если кому интересно, давайте начнем работать. Для самого цветка ромашки я буду использовать вот такую вот основу. Диаметр этой основы составляет 2,5 сантиметра. И сначала я покажу вам, как сплести сердцевинку. Плетется очень просто. Мы отсчитываем от центральной точки, вот этого центрального отверстия, сколько у нас точек рядом находится. У нас 6 точек. Вот. И вот эти 6 точек, включая центральную, нам нужно проплести 6 тычинок. Тычинки будут у нас два вида. Для этого я использовала оранжевый бисер и желтый бисер. Бисер у меня китайский 12 номера. Нужно проплести, значит, нам сначала внутреннюю часть сердцевины. Я буду использовать оранжевый бисер. Для этого нам понадобится 6 тычинок. Берем проволоку 0,3 диаметра и отматываем от катушки небольшое количество, не отрезая от самой катушки. Набираю на проволочку 5 бисеринок. От конца отступаем небольшое количество, сантиметров 10, можно даже меньше. И, значит, не отрывая, как повторюсь, от катушки, я скручиваю петлю. Немножечко так прокрутили, не сильно много. Вот. Теперь кусачками от катушки ближе к основанию нашей петли я отрезаю проволочку. Катушку убираем в сторону. Таких петелек нам понадобится 6 штук. Учитывая мою основу, второй круг составляет 12 отверстий. Это внешний диаметр ромашки будет. Здесь я проплетаю точно таким же образом, как и оранжевым бисером, 12 желтых тычинок. Начнем собирать сердцевинку ромашки. Для этого и в дальнейшем при сборке цветка нам понадобятся плоскогубцы и узкогубцы. Так, находим центральное отверстие у основания и сначала продеваем оранжевую тычинку, и рядом с этой тычинкой 6 отверстий, и в эти 6 отверстий продеваем также все оранжевые тычинки. Теперь, когда все тычинки оранжевые продеты в отверстие, так в кучку их собираем и скручиваем. Здесь можно использовать уже инструменты. Скручиваем. Скрутили. Дальше рядом с оранжевыми идет еще один круг. И по этому кругу мы продеваем точно таким же способом уже желтые тычинки. Только обращаю ваше внимание, когда вы будете прикреплять желтые тычинки к оранжевым, смотрите, в каком направлении у вас идет скрутка. У меня идет в этом направлении, значит. Я все вот эти вот, все проволочки, даже впоследствии, когда мы будем сажать сюда лепесточки, тоже скручиваю в одном направлении. Потому что, и когда я скручивала в разном направлении, то у меня, используя узкогубцы, проволока начинает крутиться, ломаться, и в дальнейшем у основания, когда мы будем сажать цветок уже на стержень,
то очень будет толстая ножка у основания цветка, и это будет очень некрасиво. Вот такая сердцевинка должна получиться. Здесь тоже очень плотненько все в одном направлении прокручиваем, утоньшаем ножку. Нам нужно добиться, чтобы эта ножка была как можно тоньше. Приступим к плетению лепестков. Для лепестков я использовала бисер белого цвета. У меня тоже бисер китайский, 11 номера. И он, знаете, не чисто белый, а он какой-то такой с жемчужным отливом. И также нам понадобится проволочка 0,4 диаметра. На эту проволочку нанизываем наш белый бисер. И не отрезая от катушки, от конца прокручиваем небольшую петельку. Нам нужно выделить осевую проволоку и рабочую проволоку. Для этого так, где-то сантиметров, наверное, здесь нужно 4 оставить, 5 можно. И делаем скруточку. Не очень много. Миллиметра 3 можно. Так, теперь получается, это у нас осевая проволока, это рабочая. На эту осевую проволоку нам нужно нанизать бисером 3 сантиметра. 3 сантиметра. И проплетаем одну пару дуг. И нужно стараться так, чтобы у нас получился заостренный верх, а круглый низ. Таким способом. И смотрите, мы прокручиваем так, чтобы закрепилась проволока. У нас эти бусинки никуда бисеринки не делись. Вот, получился такой лепесточек ромашки. Смотрите, мы осевую проволоку отрезаем, оставляя где-то 0,3 миллиметра. Убираем пока. Здесь также оставляя 0,3 миллиметра проволоку от катушки отрезаем и разрезаем вот эту петлю как можно ближе к скрутке. Вот так. И нам вот эти все проволочки нужно загнуть. Значит, осевую проволочку загибаем на изнаночную сторону. И вот эту вот оставшуюся рабочую кусочек проволоки также мы таким же способом загибаем на лепесток, на шов. Вот сюда. Думаю, понятно. Не закручиваем ее до конца, а скрываем как бы в сам лепесток. Вот. Такой лепесточек для ромашки получается. И нам нужно сделать, учитывая 2 ряда отверстий, нужно наплести 36 штук. И теперь точно так же, таким же способом, что и тычинки, мы будем продевать в отверстие каждый лепесточек. Что, смотрите так, чтобы шов смотрел вниз. Все равно у лепесточков видна проволока. Эта проволока должна смотреть вниз. Начинаем с ряда отверстий, которые находятся ближе к тычинкам. Так. Как можно плотнее заходим. Вот. И точно так же по направлению скрутки закрепляем лепесточек. Итак, делаем то же самое с первым внутренним рядом лепестков ромашки. Вот, смотрите, что у меня получилось. Пока листочки я не распрямляю. Также добиваемся утоньшения ножки цветочка с помощью инструментов. Пока так получается. Теперь оставшиеся лепесточки точно так же продеваем в оставшийся последний ряд. Так получается. Все отверстия у нас
заполнены тычинками и лепесточками. Узкогубцами в одном направлении, в котором была скрутка, как можно туже прокручиваем. Теперь можно посмотреть, как выглядит наша ромашка. И вот такая ромашечка расцвела. Так, давайте теперь покажу, как сплести чашелистики к ромашке. И листики, чашелистики я буду плести из вот такого бисера. Он такой светло-зеленый, китайский, прозрачный, 12 номера. И буду использовать проволоку для чашелистиков 0,4 диаметра. На проволочку, не отрезая, значит, от катушки, нанизываем наш зеленый бисер. И теперь нам нужно проплести 16 петель по 3 сантиметра. Такая гармошка из петелек получается. От петелек сантиметров 6 оставляем и отрезаем проволочку от катушки. Теперь нам нужна проволочка меньшего диаметра. Я использовала 0,3 диаметра, сантиметров 20 будет достаточно. Петельки нам нужно будет прошить. Прошиваем таким образом. Нам нужно закрепить туда проволочку, вот эту вот, оставляя небольшой кончик, маленький кончик вот этот. Так, 2 бисеринки сверху от вершины петельки оставляем, и нужно нам закрепить в этом положении проволочку. Вот, меньший конец продеваем вовнутрь петли и затягиваем. Затянули. Так, этот кончик маленький оставляем, а вот этим вот длинным кончиком начинаем работать. Вот, проволочку продеваем в петлю, вовнутрь петли. От вершины петельки оставляем где-то 2 бисеринки. Затягиваем. Вот, петелька у нас плотно сомкнулась. Дальше берем соседнюю петлю, вовнутрь петли продеваем. Также оставляем от этой петли, где-то от вершины петли, 2 бисеринки. И кончик проволочки заводим между этими петельками и затягиваем. Тем самым одна петелька соединяется с другой. Теперь нужно эту петельку соединить. Таким же образом, уже с другой стороны, проволоку продеваем. Также оставляем 2 бисеринки сверху от макушки петли и затягиваем. 2 петли соединены вместе. Здесь у нас будет шов. Здесь получается шов. Так. И так дальше продолжаем где-то до середины. Прошила 6 петель. И уже сейчас у меня начинают петельки плясать, так скажем. Чтобы этого не происходило во время прошивки, я начинаю петелечки, уже петельки сгибать, закруглять, то есть вот таким вот образом. То есть уже начинаю придавать форму чашелистику. Вот. И вот такая вот как бы получашечка должна получаться в итоге. И уже дальше вам будет легче вести прошивку. Такой вот чашелистик должен получиться. Изгибаем его вот так вот вовнутрь, полукругом. Вот.
так. И вот эти кончики петелек в обратном направлении сгибаем. Так. Здесь шов у нас получился. Так, теперь давайте покажу, как сплести листики у ромашки. В моей ромашке будут два вида листиков. Маленькие плетутся по такой схеме. Для этого я взяла проволочку 0,4 диаметра, и также мы воспользуемся тем же самым бисером, что и плели чашелистики. Нанизываем на проволочку, значит, зеленый бисер и выделяем осевую проволоку и рабочую. Так, таким образом, чтобы кончик вот этот вот составлял где-то сантиметров 15. Так, скручиваем, чтобы ось была длинная, а петелька, вот этот вот хвостик, должен быть маленький. Петельку складываем и прокручиваем. Прокрутили, достаточно. Так, теперь на ось. Теперь у нас получилась осевая и рабочая проволока. На ось мы одеваем 4 сантиметра бисера, нанизали, и теперь нам нужно проплести сначала одну пару дуг. Нужно нам так сплести, чтобы был заостренный верх, а круглый низ. Проволоку рабочую по отношению к осевой кладем под углом 45 градусов, чтобы получился нам заостренный верх. Ну так. У нас этот лепесточек будет перевернутый. Сейчас увидите, как. Поэтому я говорю так, как обычно плетется, но на самом деле там, где низ будет верх, а где верх должен быть у меня низ. Дальше мы проплетаем еще одну пару дуг, но здесь на ось мы должны добавить еще 2 бисеринки. Проплетаем еще пару дуг. Смотрите так, чтобы где у вас был лицевая, где изнаночная сторона. Внимательно. Так, я обычно плету, на меня смотрит изнаночная сторона. Проволочку рабочую кладу под осевую. Так, заостренный верх, округлый низ. И точно так же проплетаю еще одну пару дуг с добавочными бисеринками. Так, смотрите, проплела листик. Здесь закрепляем проволочку, рабочую проволоку отрезаем. Теперь отрезаем мы вот этот хвостик, осевая проволока остается, небольшое количество, значит, небольшой отросточек оставляем, миллиметров 3, наверное, где-то. Так, удаляем. И вот этот хвостик на изнаночную сторону загибаем. И вот такой лепесточек получается, то есть немножко он у нас перевертыш такой получился. Но это еще не все. Теперь этот листик, чтобы придать ему форму, правдоподобную, ажурную форму, нам необходимо ее в 2 местах прошить. Берем проволоку 0,3 диаметра. От этой проволочки отрезаем небольшие кусочки длиной где-то сантиметров 8. Нам нужно прошить листок. Складываем проволочку пополам. Лицевая сторона листика смотрит на вас. Продеваем проволочку так, чтобы вот эта проволочка легла между бисеринками на оси пополам. То есть вот таким образом. Здесь она вышла у нас. И разводим концы проволочки в разные стороны, закрепляя тем самым ее на оси между бисеринками. И теперь мы прошиваем сначала одну сторону и вторую сторону. Но прошиваем таким способом,
придавая усилие при затягивании проволочки. Так, смотрите, видите? Получился изгиб. Здесь, где последняя пара дуг прошивается, я прошью 2 раза. Так, смотрите. То же самое я делаю с этой стороны. Прошила, и появилась такая вот головка у лепестка. Теперь вот эти вот кончики просто удаляем, оставляя по 0,3-0,2 миллиметра, и загибаем их во внутреннюю сторону, на изнаночную сторону лепестка. Берем еще один кусочек такой же проволоки и прошиваем точно так же, уже чуть ниже. Вот такой ажурный лепесточек получается. На одну ромашку нам понадобится 3-2 таких лепесточка. Для больших ажурных листьев нам понадобится 3 вида проволоки. Осевая проволока, в данном случае я использую проволоку 0,5 диаметра, и рабочая будет проволока у нас сначала проволока 0,4 диаметра, впоследствии 0,3 диаметра. Отрезаем небольшой кусочек проволоки 0,5 диаметра. Она будет у нас служить осевой проволокой, и прикручиваем к этой проволоке проволоку 0,4 диаметра, на которой уже нанизан зеленый бисер. Итак, скручиваем. Выделили осевую и рабочую проволоку. Теперь на ось мы надеваем 6 сантиметров бисера. И теперь мы проплетаем 3 пары дуг. Смотрите, заостренный низ, округлый верх. Проплели 3 пары дуг, и теперь закрепляем рабочую проволочку на ножке, обматываем и лишние от катушки обрезаем. Теперь нам необходима проволока 0,3 диаметра. От катушки проволоку 0,3 диаметра мы отрезаем где-то сантиметров 30, да, для данного лепесточка. Даже много, наверное, будет, но где-то сантиметров 25. Теперь, смотрите, там, где у нас, здесь у нас будет ножка, там, где осталась ось, мы к этой оси тоже приматываем проволоку 0,3 диаметра, кусочек вот этот, который мы отрезали. Примотали вплотную к листочку. Теперь на эту проволочку набираем небольшое количество бисера. Я, наверное, вот где-то вот на таком расстоянии вот оставляю бисер, остальное лишнее с проволочки убираю. Теперь с изнаночной стороны через первую ось нам нужно закрепиться. Так. Вот. Теперь набираем такое же количество бисера, возвращаемся. Нанизали бисер, поднимаемся вверх и закрепляем проволочку. Теперь с другой стороны то же самое проделываю на том же самом уровне. Продолжаем, дальше набираем бисер.
И немножечко сейчас мы будем опускаться ниже вот этой вот бороздки. Вот таким же образом. Немножко ее так вот к дуге прижимаем. Ну, где-то, наверное, может, сантиметр от вот этой бороздки опускаем вниз. Тоже так же закрепляем. И снова набираем бисер и возвращаемся к оси. Обязательно следите, где у вас лицевая, где изнаночная сторона. Проволоки хватило прям впритык на этот лепесточек. Но это у нас будет самый маленький лепесточек. Еще два будет побольше. Плетутся они точно так же. Там уже будете брать немножко побольше проволоки, соответственно. Вот такой лепесточек получается. Чтобы добиться, чтобы у лепесточка были волны с краю, нужно его прошить. Прошивка происходит точно таким же образом, как я показывала на маленьких лепесточках. Я, наверное, этот прошивать не буду, а просто вам покажу, что в итоге получается. Получается вот такой лепесточек. Вторая прошивка, обращаю ваше внимание, должна быть вот на этом уровне, то есть после, прям ровно где-то после того, как оканчивается у нас первый, вот эта вот первая бороздка. Заканчивается, и тут же начинаем мы прошивку. Так, сейчас я вам приближу. Вот видно, заканчивается первая бороздка, и мы здесь ведем прошивку. Вот, прошили ось нашу лишнюю. Я отрезаю, оставляю где-то 2-3 миллиметра. И ось загибаем. Это у нас самый маленький лепесток из ряда больших, можно так сказать. На ось мы набирали здесь 6 сантиметров. Дальше идет второй лепесток. На ось мы набираем 7 сантиметров. Плетется все то же самое и прошивается. И самый большой лепесток выглядит у нас таким образом. Здесь уже на ось я набирала 8 сантиметров бисера. И здесь у меня 3 отступа. То есть вот раз, первый заканчивается отступ, второй отступ и вот этот вот третий отступ у меня. И прошивала в 3 местах. Вот здесь. Также прошивала под вот этой вот где под линией, где оканчивается первая бороздка. И третья прошивка, где оканчивается уже ориентировочно вторая бороздка. Получается вот такой вот лепесточек. Теперь рассмотрим составляющие ромашки. Нам понадобится непосредственно сам цветок. Для данной ромашки я сплела 2 маленьких вот таких вот лепесточка. Так, чашелистики и большие лепестки. Здесь 6 сантиметров, 3 пары дуг, 2 вот этих вот отступа и 2 прошивки. Средний лепесток 7 сантиметров на ось, также 3 пары дуг, 2 вот этих вот отступа, 2 прошивки и самый большой лепесток 8 сантиметров на ось, 3 пары дуг у меня здесь и 3 отступа и 3 прошивки, соответственно. Так, теперь приступим к сборке. Итак, возьмем цветочек, и от цветочка нужно удалить лишнюю проволоку, оставляя где-то сантиметра 3. Удалили хвостик, и вот это вот кончики проволочки узкогубскими как можно сильнее и плотнее нужно сжать, чтобы они
кончики проволочки оставшиеся не резали. Теперь я беру стержень диаметром 0,3 миллиметра. Длину я выбрала где-то ориентировочно 30 сантиметров. Вы можете брать и больше, в зависимости от того, в какую емкость в дальнейшем ваши ромашки будут сидеть. Так как я выбрала кашпо, для меня длина 30 сантиметров максимум, это вполне достаточно. Теперь что я делаю? Ромашечку беру и с помощью тейп-ленты, тейп-ленту подбираем под цвет бисера. И теперь тейп-лентой я приматываю к стержню ромашку таким образом, прям вплотную. Здесь немножко будет утолщение, ну а больше никак, потому что я пробовала по-всякому, только так. Ну, в букете это будет вообще даже незаметно. Так, ромашку вроде бы посадили на стержень. Очень хорошенько, плотненько, чтобы она у нас, головка ромашки, никуда не делась. Теперь нам нужно прикрепить чашелистики. Чашелистики я буду прикреплять таким способом. Нижнюю часть чашелистиков я плотнее друг к другу присоединяю, вот эти петельки, а верхнюю часть немножко как бы веером расправляю. Так чашелистик легче сядет на цветочек. Так, нижнюю часть проволок можно между собой скрутить. Скрутили и где-то вот так. Вот на этом уровне отрезаем хвостики лишние, а вот эту скруточку прячем во внутреннюю сторону чашелистика. Верхняя часть проволочки у нас остается. Теперь сажаем чашелистик вот таким образом. Так, здесь у нас все отлично село. И теперь нам нужно соединить вот эти верхние проволочки между собой. Затягиваем. Ну, либо затянуть, либо в петлю одеть. Здесь уже по-разному, кто как сможет закрепить вот эти вот петельки между собой. Я их просто скручу. Затяну и скручу. Вот так, все отлично закрепилось. Как у настоящей ромашки. Теперь вот этот кончик, который мы здесь затянули, тоже оставляем небольшое количество проволочки, ну, миллиметров 5, полсантиметра, и также прячем эту проволочку вовнутрь чашелистика, чтобы ее не было видно. Вот эта чашечка, чашелистик сел, тейп-лентой еще раз хорошенько проходим под чашелистиком. Спускаемся вниз до того уровня, где у нас перепад. Дойдя до этого уровня, я беру маленький лепесточек и изнаночной стороной вниз прикрепляю его на этом уровне, чтобы скрыть вот этот перепад. Также чуть ниже я посажу еще один такой лепесток. Теперь нужно прикрепить нам из 3 больших лепестков самый маленький берем, прикрепляем точно так же с помощью тейп-ленты. Дальше идет по возрастающей.
такой цветочек получился. Вот для моей цветочной вот этой вот клумбы я сплела 5 ромашечек. В некоторых случаях 2 лепесточка сажала. Вот. У некоторых ромашек у меня 3 таких лепесточка. Вот, то есть, чем больше вы лепесточков наплетете, тем, думаю, изящнее и богаче будет ваша клумба, ваш букет ромашек. Итак, теперь давайте рассмотрим, какие элементы составляет бутон ромашки. Смотрите, плетется все точно так же, как я вам все сказала. Наш бутончик будет состоять из 3 лепестков. На ось набирала 4 сантиметра бисера. Плетется все тоже так же. 3 лепестка таких и 6 лепесточков точно таких же по 3 сантиметра на ось, как и для ромашки. Эти листики нам нужны для бутончика. Чашелистик, сама чашечка, плетется точно так же, только для петли я набирала не 3, а 4 сантиметра. Точно так же прошиваем, также изгибаем, и в итоге нам нужно, чтобы получился вот такой вот как бы шарик. Лепесточки у меня такие же, как и у ромашки, у бутона, значит, будут. Здесь также по 4 сантиметра на ось у меня 2-3 лепестка таких. И 2 где-то лепестка точно так же плетется, только на ось я набирала 3 сантиметра. Ну, здесь я что-то 1 лишний наплела, я его оставлять не буду. Все пойдет в дело. Чем больше зелени, тем лучше. Итак, давайте приступим к сборке бутона. Вначале нам нужно собрать сам не раскрывшийся цветок. Все проволочки скрутить между собой. Так же, как и у самой ромашки, у чашелистики, мы нижнюю часть сгибаем, уменьшаем диаметр, значит, диаметр нижней части чашелистика, сгибаем гармошкой и нижние проволочки скручиваем между собой. Так, скрутили до конца, и вот этот хвостик не обрезаем. Так, и точно так же верхние проволочки тоже соединяем между собой. Либо скрутить, либо их также вот как прошивали, прошить. Я, наверное, их как бы прошью. Так, затянула и скручиваю теперь. Тоже не сильно много. Оставляем небольшое количество, где-то 0,5-0,8 миллиметров, отрезаем. И вот эту проволочку прячем в внутренней части бутона будущего. Такая вот шляпочка, что ли, как получается. Теперь эту шляпу нужно набить лепесточками. Возьмем 3 больших лепестка по 4 сантиметра. И нам их нужно по очереди скрутить между собой. Скрутили, и теперь нам нужно швом во внутреннюю сторону вот таким образом изогнуть. Один листик идет сюда у меня в одну сторону, а вот эти по краям я загибаю в другую сторону. Загнули, и вот немножечко так их как перекрестно друг на друга. Возьмите ручку или карандаш. Теперь к этим листикам по бокам, по кругу, эти 6 листиков маленьких прикрепляю швом во внутреннюю сторону, вот сюда, то есть вот так. Так, все лепесточки я присоединила, и вот такая конструкция как бы должна получиться. И теперь мы эту конструкцию должны посадить в чашелистики.
сажаем. Прям не бойтесь, глубже сажайте под самое основание, где у нас проволочка оседает. А эти сейчас мы будем расправлять. Посадили. И вот это вот теперь сам бутон к чашелистикам вот здесь вот скручиваем между собой. Закрепляем их. Теперь нам нужно распределить лепестки, пока можно, лепестки внутри вот этой чашелистики. Пока вот так сделаем. И вот эти вот большие лепесточки сажаем немножечко поглубже, заполняем чашечку. Вот. А вот эти вот лепесточки потом просто вот так вот вовнутрь сгибаем, огибаем их. Лепесточки которого хотят уже распуститься. Итак, вот такой бутончик. И от бутончика также отрезаем лишнюю проволочку, оставляя где-то 3 сантиметра. Бутончики я сажать буду уже на проволочку меньше диаметра. Это проволока флористическая специальная, значит, диаметром 1,6 миллиметров. Так, тоже она идет длиной 40 сантиметров, 10 сантиметров я отрезаю, оставляю 30 сантиметров длиной мне нужно. Так, теперь точно так же к этой проволочке потихонечку сначала приматываем с помощью тейп-ленты бутон. Точно так же, как и у ромашки, там, где заканчивается, где мы посадили на каком уровне бутон, проволочка, я беру сначала лепесточки поменьше, где на ось у нас набрано 3 сантиметра, и вот на этом сгибе посажаю лепесток. И таким же способом я сажаю все сначала маленькие лепесточки и дальше уже лепесточки побольше. Так, ну вот такой бутончик получается с лепесточками. И для моего букетика, для моего кустика ромашек я сплела 3 таких бутончика. И все ромашки, все бутончики я буду сажать вот в такое кашпо. Так выглядит предварительная сборка букета. Вот с такой вот временной фиксацией. Я сюда поместила обычный пластилин детский, обычный детский пластилин, скатала комок. Вот, смотрите, и воткнула каждую ромашечку так, как мне нужно, потому что когда вы будете заливать в гипс, это сделать очень сложно, чтобы каждая ромашка в букете стояла на своем месте. Разводим гипс такой вот сметанообразной консистенции и потихонечку заливаем. И после того, как гипс полностью просох в чашке, я покрасила его зеленой краской и сверху покрыла обычным акриловым лаком. Это нам необходимо для того, чтобы приклеить травку вот на это место, так как к голому гипсу ничего не приклеивается. Наклеила сюда зеленый искусственный мох. Можно, если у кого есть зеленый сизаль, можно зеленый сизаль сюда приклеить. Клеила на обычный вот такой вот клей потолочный. И вот таких вот милых божьих коровок. Одна, сейчас так, вторая и третья. 3 божьих коровки у меня здесь. Ну вот, такая вот красота со всех сторон. Кручу-верчу, показываю вам. Вот, получилось в итоге у меня. Если вам понравилась моя работа, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вас ждет еще очень много интересных работ.
Дорогие мои подписчики, спасибо огромное вам за терпение, что ждете мои новые работы. Я и дальше постараюсь вас радовать. Всем удачи, пока-пока.